Вот, проскочил сюда. И что тут у нас? Милсдери, Мазели, приветствую, сэр Холмс с вами. Продолжаем Morrowind Emerald Rebuild. И нахожусь я в канализациях старого Эбенгарда. В исходном состоянии это поручение главы местной гильдии магов найти ученика. И он, по последним данным, которые у меня есть, скорее всего свалился куда-то вот в канализацию. Да, видимо, это будет не так-то просто его тут найти. Довольно обширная канализация, обширнее, чем я думал. Так, ладно, надо как-то последовательно это все исследовать. Давай-ка сначала... У меня, кстати, было зелье хождения по воде. Вроде бы. Да, вот. Прекрасная оказия его использовать, плавающий обук. Кстати, как много тут всяких ингредиентов. Только глянь. Мясо гончий брать не буду, оно тяжелое. Камыш растет в канализации, прекрасно. Чей-то костер. Краб, а тебя не залутать теперь, что ли? Так. Ну, эти ворота запечатаны, прям неплохо так. Для меня это не проблема. Ага, подвал имперского археологического сообщества. Немного не то, чего я ожидал. О. Ха, ничего ж себе. Так вот как можно было проникнуть в эту комнату, а я-то ее взламывал на глазах у стражников. Дурак. Понятно. Пришлось немного испачкаться в сточных водах. Больше у меня зелий хождения по воде нет. Так, это что такое? Потянуть за веревочку можно. Стоит ли это делать? Неплохо. Ну давай попробуем, что это даст. Ладно, пока больше ничего не буду делать. Возможно, это что-то где-то активировало. Так, это еще что? Тауэр. Мостовая башня какая-то. Башня около моста, да, видимо? А тут у нас уже стражи. Слушай, да, эти канализации прям обширные. Только канализационные крысы, воры и нищие живут здесь, гражданин. Честный люд вроде тебя, он должен уходить отсюда. Ладно. Ну, это можно. Упс. Так, если вернуться. Ага, это камеры здесь. Но тем не менее, там куда-то проход ведет, вот, по крайней мере, в одной из... Не, в обеих, смотри. Если сходить сюда...
Конечно же, я не могу оставить это закрытым. А, понятно. Игра на этом моменте решила вылететь, но это хорошо, потому что тут заметил, что я забыл вот сюда сходить еще. А тут у нас... Ну, я, конечно, сомневаюсь, что тот маг мог до сюда аж добраться. Но чем черт не шутит. Очень интересно. Что за Супер Марио тут начинается? А! Нет! Я застрял в лодке! Так, серьезно, а как тут? Я на самом деле не вижу других вариантов, кроме как... вот. Левитация. Вот как можно было. Ничего себе, здорово. Я не думал, что в Моровинде так можно вообще, в принципе, такого эффекта добиться. Имперские анонсирования. Именем Его Величества Реали Септима VII. Доступ в канализации Бонитовой башни запрещен по имперской регуляции 16, параграф 23, касательно безопасности. Любой доступ в замок должен быть сделан через наземные точки вхождения. Доступ через канализационную систему должен быть очищен имперским легионом. Любой, кто попытается получить доступ через канализационную систему, незаконно будет судим по полной строгости закона, в общем. Незаконный доступ в Бонитовую башню с канализацией без разрешения будет трактован как предательство, в общем, нарушение частной собственности и попытка совершить убийство, если будет найдено оружие у пытающегося. Понятно. Понятно. Вон там стража. Так, ну подожди. У меня мана кончилась. Водная лилия. Слушай, это же вроде чисто такое обливенское растение, а? Ну, мне кажется, я здесь не найду моего мага.
Полазить тут, конечно, интересно. У меня же еще квест незавершенный. О, сокровищницы. У меня же незавершенный квест. Да, я помню это проклятое место. Воин, который оставил часть моей души здесь, прежде чем заключить меня в сундук. Убей хранителя. Да, у меня еще есть квест от духа. Двемирского духа, который у меня тут заключен в камень душ. О, прикольно. Ударяет шоком. Какой-то кристалл, удаляющий молнии. Кристалл молнии, он так и называется. Этот двемирский дух уверен, что мне надо убивать хранителя? Блин. Это было неожиданно и неприятно. Глаз Центуриона. Ну, не знаю, надо хоть что-то себе в награду вынести отсюда за такие вот вещи, да? Давай вот это сначала. Да, хорошее зелье. Long live the king. Long live the king. Я тут просто мимо крокодил. Long live the king. Как-то это... Не круто все. Вот. Я на самом деле не успел толком прочитать, что там. Сейчас дайте-ка минутку мне. Ну, в общем, да, он говорит, убей хранителя этого места. То есть, видимо, он кого-то там из этих ребят. Он неправильно, в общем, действовал, этот аппарат, написано было. И то, что я убрал кристалл, решило проблему. Если его поставить обратно. Мне так-то он не нужен. Так, ладно, убить, да, значит, надо нам? Ну, давай убивать. Где там амулет левитации? А, у меня кольцо же левитации. Здорово, я вас убивать прилетел. Блин, как-то это тупо все прям. Перский серебряный шлем.
Нет, это вообще тупо. Они должны на меня нападать, но, видимо... Long live the king. Это не удалось прописать в скриптах. А кто тут, блин, является хранителем? Я же... Без понятия. Ну ладно, давайте представим, Long что live the king. они меня никто не заметили. Sarah. А, наверное, это он. Тут ведь доступ-то, наверное, в сокровищницу не запрещен, только вот в сами хранилища. Long live the king. Masera. В общем, представим, что я прокрался незамеченным мимо них всех. Вот, наверное, его надо убить. Да. Помещение сокровищницы содержит королевскую приватную коллекцию драгоценных камней и других бесценных артефактов. Мы не публичный музей и не нуждаемся в посетителях, особенно после недавнего вторжения. Да, все уже знают про это вторжение, взлом, да? Поэтому я буду прям насчет этого. Двое бандюков вломились в нижнюю комнату сокровищницы. Они вошли в комнату с канализацией, прорывшись через камни. Они, наверное, считали себя довольно умными, так как обошли стражу и запертые двери с этой стороны. К счастью для нас, они были слишком умны. И что же случилось? Как видишь, комната, в которую они ворвались, содержала королевскую двемерскую коллекцию. Ты знаешь двемеров, конечно же. Они ответственны за некоторые странные и опасные вещи. И похоже, когда они двигали один из наиболее тяжелых двемерских аппаратов, наши криминальные гении случайно уронили его. И это активировало аппарат и забило их током, в общем, до смерти. Так в чем тогда проблема? Воры мертвы. Ну, двемерский аппарат, который они уронили, он все еще активен. Хуже того, он неисправен. И разряжает электрический шок. Вот, ну, в общем, разряды электричества смертоносные каждые несколько секунд. Некоторые из наших стражников даже имели смелость приблизиться к нему. И таким образом у нас целая комната, которую мы не можем использовать. Вот что у нас есть. Я мог бы помочь, если бы была какая-то награда за это соответствующая. Да, конечно. Я бы не ожидал, что кто-то это исполнит просто по доброте душевной. Как бы то ни было, это не очень тактично требовать уплату, делая услугу для короля. Ну, ты думаешь, 500 септимов будет достаточной наградой? Ну, 1000 будет лучше. Ну уж нет. Ты такой же жадный, как эти воры, а? 500 септимов бери или уходи. Хорошо, договорились. Великолепно. Аппарат снабжен магическим камнем, кристаллом молнии. Убери его, и я полагаю, это деактивирует штуку. Вот тебе ключ к сокровищнице. И комнате прямо над ней.
Ну, к сожалению, ты едва ли быстрее, чем молния. Я бы тебе предложил аккуратно приблизиться к аппарату. Принеси кристалл мне, когда сделаешь это. Будь осторожен, Холмс. Я хочу, чтобы ты закончил, как эти дураки бедные. Надо было его с собой брать все-таки. Ну, теперь понятно. Long live the king. Long live the king. То есть ключ открывает вот эту, да, дверь еще? О, прикольно. Long live the king. О, металлический танто. Адамантиновые кирасы. Опалы. Бонитовый шлем. Всякие колечки. С чешуей дракона даже доспехи тут есть. Серебряная утварь всякая. О. Ничего себе, это мне подошла бы штука. У меня всего 8 брони от этой кепки, а это дает аж 32. Это, кстати, похоже на головные уборы имперцев из вселенной Warhammer Fantasy. Амулет света. Ну, здесь я, кстати, не вижу никаких мечей таких, Long которые live бы... the king. Ну, разве что, может быть, вот Long этот. live the king. Long live the king. Long live the king. Сюда не пройду, да? Ладно. Давай это сюда. Легкие Long деньги. live the king. Long live the king. Не мог бы ты, пожалуйста, спасибо. Sarah. Аппарат отключен. А, у тебя есть кристалл. Значит, аппарат деактивирован. Отлично. От лица Его Величества Короля благодарю тебя. Не мог бы ты отдать этот кристалл мне? Кристалл мой. Да держи, не нужен он мне. Спасибо, Холмс. Я упомяну твое имя королю в следующий раз, когда встречусь с ним. Ну, блин. Мне ж тебя убить надо. Ты понимаешь? Ты же хранитель этого Long live the помещения, да? Не ты? Long live the king. Так-то может быть еще. А, ну это одна и та же комната Long live будет. the king. Long live the king. Long live the king. What do you want? Блин, а как я должен его убить Long live the незаметно? king. Вот как я должен? Ну и по идее тут вообще Long live the king. незамеченным не пробраться. Long live the king. Long live the king. Ладно, давайте попробуем протестировать, да? Всем же интересно знать, что это все. Long live the king. А, слушай, можно же было это. Ну и что, ты тут теперь встал навсегда, да? Можно было, да, оскорблять его там, до того, чтобы он на меня напал. Но похоже, это не то. Похоже, это не то.
Вообще по квесту надо просто найти меч. See what you're made of. О, слушай, а стражники-то плотные. Не, это будет долго. Это будет слишком долго. О, он ушел. What do you want? Так, ладно, все, короче. Мастерство скрытности. Все, меня никто не видит. Представим, что этот стражник отвернулся на минутку. И как раз в этот момент я у него перед носом открыл дверь, проскользнул внутрь. Где щуп? Давай тоже, наверняка тут надо самый жесткий щуп использовать. Вот, проскочил сюда. И что тут у нас? Король... Бриллиант королевы Элисанны, смотри. Бонитовый. Кираса, Кассандра, Септима. Повреждение магии единичка, восстановление здоровья единичка. Постоянный эффект. Угу. Так, ну... Не знаю. Ну, это я, конечно, Нормально. Ты думал, что этот жалкий камушек был настоящим амулетом королевы Элисанна? А только дурак допустит такую ошибку и примет эту дешевую подделку за настоящий камень. Ну, неважно. Я хранитель этого камня, а ты вор. Ты будешь убит на месте. Да ладно, ты же меня не видишь даже. Я вообще сюда не за этим пришел. Подушку еще спер нечаянно. Кинжал вам оставлю. Это классная броня, конечно. Но она тяжелая и не очень интересная для меня. Ну ладно, раз такие дела. Раз такие дела, надо как-то пробафаться. Я могу? Ты же даже меня не видишь. Надо как-то пробафаться реально. Ну, мне особо нечем, кроме этого пояса. Слушай, да, он плотный. Так, давай. Нападай, нападай на него. Черт! Мне бы подлечиться. А, молодца, завалил ее. А вот настоящий камень, кстати. Имперские стрелы неплохо сработали. Давай, посох тоже сюда. Так, ну тем не менее, это все не то. Ладно, никто ничего не заметил. В том числе Дримору, который за мной идет. Это все вы ничего не видите, вам кажется. Я все время тут стоял.
Здрасте. Что, реально надо убивать, что ли, кого-то там? Да, похоже. Что-то не срабатывают никакие триггеры. Ну, подожди, а кого? О, журнал обновлен. Моя душа была перекована. Я знаю наше направление. Сейтур. Побережье Недортил в Моровинде. Вот где мой враг Бартоломеус находится. Блин, я опять не успел дочитать. Так. Так. Камень душ, видимо, вселился в клинок. Оно дало мне новую цель. Воин Бартоломеус, который... Сейтур. Недотрил. Где это вообще? И что это был за клинок? Я даже не успел посмотреть. А, древняя данмирская. Слушай, ну он такой себе. Наверное, его оставлю. Так, ну и, не знаю, будучи немного ценителем реализма, так скажем, да, я, пожалуй... Ну или хотя, ладно, унести это все уж, наверное. Унесу это все. Бриллиантик-то в любом случае заберу. Раз уж бриллиантик своровали, то... Нет особого смысла. Оставлять нетронутым остальное, все равно как бы... Это бы заметили и... Стали бы искать виновного. Вот, так что ладно уж. Блин, трудно отыгрывать злых персонажей. Ничего себе, тут ящик. Только сломанное оружие в нем валяется. Так, это, наверное, когда-то меня опять же на поверхность выведен, да? Да, башня Аркея. Сюда смысла нет идти. Блин, я хочу найти этого непутевого мага. Дверь хранилища. Я могу даже самыми... Нет, к страже я не полезу. Могу самыми простыми отмычками открывать замки 50 уровня. Так. С первого раза даже. Обчистил такой сокровищницу. Так, ну это я все читал уже. Так, а как я вообще? А, вот здесь, да, я проник. Так, ну, эти все пути, они, скорее всего, ведут в другие части просто. Мне надо вернуться в канализацию. В другие части Эбонитовой башни, вот. А, черт.
Тут еще и не проплыть. Ну серьезно? Ладно, полетели. Тут еще крыса была, помнится, вон она. У меня еще есть камни душ для нее? Есть. Хотя она, может, не враждебная, слишком маленькая. А, это мышь. Ну да, мыши, они не враждебные. Мыши, они не враждебные. Левитация под водой, кстати. Да, вот так вот. Хотел я в Акаморе квесты повыполнять, называется. О. Вот это интересная такая особенность Моровинда. Что вот в подобных местах можно найти бочки, и в этих бочках будет очень много всяких полезных ингредиентов. Да и вообще... О, кстати, это яркий факел. О, камень душ сюда. Золото в сундуках тут. Ну, в общем, интересненько, интересненько. Так. Подвал чего-то особняка можно проникнуть тут. Здесь я не пройду, да? Никак. Катакомбы Великой Часовни. В общем, тоже тут говорится, что только персоналу можно ходить. Молот святого Каладоса какой-то. Святилище молота святого Каладоса. Только разрешение, по разрешению. Ну, я думаю, что сюда бы вряд ли у нас пробрался наш маг, да? Вот, я бы не хотел испытывать судьбу снова, грабя еще и это место. Интересно, так, что тут у нас? Какие-то зелья там лежат. Сейчас мне маны не хватает. Это классное зелье, надо его использовать. Ну, как-то я бы хотел более подходящий момент какой-то подобрать для этого. Одно такое еще потрачу. Быстрое плавание. Так. Да, она пошла у нас. Дыхание под водой. Бедняга.
О. То есть... По идее... А, что? Ну, я понял, это просто какая-то недоработочка. То есть, по идее, этот вентиль поднимает и опускает вот эту вот платформу. Только сейчас почему-то он повторно ее не хочет поднимать. Просто это еще и некорректно отображается. Недоработочка, в общем. А так-то не исключено, что этот маг куда-то забрел, вот вроде этого места. И просто вылез наружу. Может, он кому-то в подвал, кому-нибудь, кстати говоря, выбрался из канализации. О, здорово, так оказался вдруг... на стене. Причем из закрытой двери вышел. Так, ладно. В общем, я пришел к тому месту, откуда и начал. Окей, ладно. Ладно. Давайте на этом закончим. Я в следующей серии еще поищу его. Где-то, наверное, в другом направлении. Может быть, другой колодец надо посмотреть. Вот этот, например. А, да, наверное, даже, скорее всего, этот. Потому что он за таверной находится. Может, я не там искал просто. Вот, ну, в принципе, тут тоже, конечно, нашлось чем заняться. Вот, так что, друзья, спасибо за просмотр и за внимание. С вами был Сэр Холмс, Том Рейд Ребилд, Моровинд. Всем спасибо и до встречи снова в канализациях.